Сегодня мы расскажем вам историю, которая получила широкий резонанс из-за своей жестокости, неожиданности и, увы, повторяемости. Это не вымысел, только официальные факты, подтвержденные Следственным комитетом. История, в которой одна пощечина превратилась в дело федерального уровня. Одинцово, Московская область. Обычная детская площадка. Во дворе одного из многоквартирных домов типичная городская сцена. Качели, горка, песочница. Здесь каждый день гуляют дети, родители болтают на лавочках, бабушки обсуждают соседские новости. Все как в любом другом дворе, но в один из апрельских дней ситуация изменилась. По официальным данным Главного следственного управления СК России по Московской области, произошел инцидент, который шокировал даже тех, кто работает с подобными случаями ежедневно. На этой самой площадке произошел физический конфликт не между взрослыми, а между взрослой женщиной и несовершеннолетней девочкой. Согласно открытым источникам, женщина неславянской внешности, находясь рядом с детьми, использовала малозначительный повод, что именно пока не раскрывается, чтобы нанести девочке удар в лицо. Именно эта пощечина стала началом большого дела. Уголовное дело и статья 213. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Грубое нарушение общественного порядка», более известный как хулиганство. Это не просто административный протокол. Такая статья может предполагать наказание до 5 лет ограничения свободы, если в действиях есть признаки особой дерзости, унижения достоинства, применения силы и явного пренебрежения к общественным нормам. Факт того, что речь идет о несовершеннолетней пострадавшей, а действия происходили на глазах у очевидцев и, возможно, других детей, делает случай особенно тяжелым в глазах закона. Бастрыкин на личный контроль. Информация быстро разошлась по социальным сетям. Пользователи начали активно делиться видео с камер, очевидцами, скриншотами переписок. И это уже не просто бытовой конфликт, это общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин лично поручил руководителю СК по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства. Это значит, что дело будет рассматриваться на самом высоком уровне. Так бывает нечасто и только в тех случаях, когда есть признаки социальной напряженности и сомнения в прозрачности расследования. Подобные случаи – это, увы, не первый раз. История из Одинцова не уникальна. Напомню несколько громких эпизодов, где обычная пощечина превращалась в федеральную повестку. Случай в Ульяновске, 2023 год, женщина ударила ребенка на глазах у матери в торговом центре. Поводом стала просьба потише говорить. Дело рассматривалось почти год, вызвав волну протестов в сети. Краснодар, 2022 год. Мужчина с агрессивным поведением напал на подростков на спортплощадке. Суд квалифицировал действие как хулиганство с применением силы. Наказание 2 года ограничения свободы. Екатеринбург, 2021 год. Случай, где женщина применила силу к девочке в трамвае. Инцидент вызвал общественный резонанс и стал поводом для обсуждения, как защищены дети в городском транспорте. Эти события объединяет одно – вспышка агрессии, направленная на беззащитного. То, что раньше могло остаться безнаказанным, теперь все чаще попадает под пристальное внимание следственных органов. Пока официально известно немного. Следствие устанавливает личность и мотивы напавшей женщины, характер полученных травм девочки, если таковые есть, свидетельства очевидцев и записи с камер наблюдения. Но ясно одно – дело будет доведено до конца. Общество требует справедливости, и Следственный комитет дал понять – дело под контролем. Возможно, через несколько дней появятся уточнения, в том числе о том, было ли это единичным эпизодом, или у женщины уже были подобные конфликты. Такие детали часто всплывают позже, когда начинает работать информационная база МВД и Следственного комитета. Но вопросы, которые все еще остаются. Почему взрослый человек позволяет себе агрессию в сторону ребенка? Где проходит грань между жесткой реакцией и уголовной ответственностью? И как часто такие конфликты просто не попадают в объектив камеры?
Зло не всегда приходит в маске. Иногда оно просто сидит рядом на лавочке. Берегите себя, берегите детей и не бойтесь снимать и сообщать, если вы стали свидетелем чего-то подобного. Общественный контроль – наш главный инструмент. Одинцова – история, которую теперь расследует вся страна.